Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна, если вы вдруг не знаете или забыли. Сегодня мы с вами разберем персонажей русских сказок. Животные в сказках и их поступки– это иносказательное изображение людей с их недостатками и слабостями. Это жадность, глупость, трусость, хвастовство, хитрость, жестокость, лесть, лень, лицемерие и так далее. Для чего вам нужна эта информация? Представьте, что русский человек говорит вам: «Ну ты и лиса». Что это значит? Или «Ну он и баран». Наиболее популярными образами русских сказок являются лиса и волк. Лиса – хитрая обманщица. Обманывает мужика, прикинувшись мертвой, сказка «Лисица-сестрица» и «Волк». Обманывает волка, сказка «Лиса и волк». Обманывает петуха, сказка «Кот, петух и лиса». Выгоняет зайца из глубиной избы, сказка «Лиса и заяц». Меняет гуся на овечку, овечку на быка, крадет мед, сказка «Медведь и лиса». Во всех сказках она хитрая, умная, расчетливая, злопамятная и мстительная. Другим героем, с которым часто сталкивается лиса, является волк. Он глупый и злой. Проглотил козлят, сказка «Волк и коза». Хотел разорвать овцу, сказка «Овца, лиса и волк». Остался без хвоста, сказка «Лиса и волк». Лиса постоянно использует волка. Чаще всего волк показан как отрицательный персонаж – глупый, злой, голодный и опасный. Но в большинстве случаев он настолько тупой, что в конце концов остается ни с чем. Например, в сказках «Лиса и волк», «Волк и семеро козлят». Но в некоторых сказках волк предстает как мудрый и верный друг человека, готовый всегда прийти на помощь. Например, сказка «Иван-царевич, жар-птица и серый волк». Еще одним героем сказок о животных является медведь. Сказки «Медведь косолапый», «Михаил Потапыч», «Три медведя», «Маша и медведь». Он ленивый, толстый и неуклюжий. Олицетворяет грубую силу, старается подавить других животных. Медведь также глуп. Договариваясь с крестьянином собрать урожай, он каждый раз остается ни с чем. Сказка «Мужик и медведь» или еще она называется «Вершки и корешки». Если мужчину называют медведем, то это значит, что он неуклюжий. А если мишкой, значит он добрый человек. Заяц, лягушка, мышь и лесные птицы выступают в сказках в роли слабых. Они прислуживают более крупным животным. Заяц показывается трусом или хвостуном. Сказки «Зайчик-побегайчик», «Зайчишка-трусишка». Но в некоторых сказках он осторожный и умный лесной зверь. В сказках «Зайчишка-хвостунишка» или «У страха глаза велики» трусость зайца высмеивается. А в сказке «Заюшкина избушка» зайчик предстает положительным персонажем, который нуждается в поддержке и защите. Кот и петух являются положительными героями. Они верные друзья, помогают обиженным. Кот – это сочетание смелости с ленью. Петух крикливый, самоуверенный и любопытный. Собака – умное, преданное человеку животное. Свинья предстает или как грязнуля, или как подлое существо, которое делает другим гадости, подкладывает свинью. Баран является образом глупого, даже тупого человека. Ворона – это разиня, персонаж, который что-то прошляпил, проворонил, упустил. Образ взят из басни Крылова «Ворона и лисица». Сороке нравится все блестящее. Человека, который любит блестящую одежду, стразы, называют сорокой. В сказках сорока обычно предстает в образе сплетницы. Коза. С одной стороны, это доверчивая и наивная мамочка, сказка «Волк и семеро козлят». С другой стороны, она деловая, находчивая женщина, которой все по плечу, то есть ей все удается. Сказка «Коза Дереза». Я иногда говорю своей подруге: «Ну ты и коза».
и она знает, что я имею в виду, она молодец. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Пока!